Сегодня я покажу не свои работы, это все свободные копии других художников. Буду показывать, что я хотела взять для копирования и почему. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница, копии работ других художников. Вступительную часть я проиллюстрирую работами Матисса. Посмотрите, как он не похож на себя, на свой зрелый период, как он подражал другим художникам. Чтобы не ошибиться с произношением имен, они будут появляться на экране, считаю своим долгом сказать спасибо каждому художнику, чью работу я скопировала. Личный процесс проживания чужого произведения, чужого опыта, может быть, подтолкнет вас к осознанному копированию. Сразу оговорю, что я не копирую один в один, у меня нет достаточно знаний и образования, чтобы это делать. Сегодняшний вопрос будет звучать так: какая цель копирования? Буду показывать, что я брала в работу, а в конце перечислю общие вещи, связанные с пользой копирования. Копия для обучения законна, но продажа – нарушение авторских прав. Будем поступать с копиями таким образом, чтобы автор оригинала не почувствовал себя использованным. Эту работу я увидела в книге, которую листали на ютубе. По-моему, это была акварель, но мне понравилась работа с цветом и смелые прозрачные широкие мазки кистью. Свежесть цвета. У меня нет горы синей дали, хотелось это написать. Этого художника многие знают, у него интересная техника, акварель и белая гуашь. Есть в общем доступе его палитра цветов, много раздумывала над его работами и сейчас продолжаю это делать. Он публикует поэтапные кадры, повторила его пейзаж как могла. Здесь я прорабатывала на примере этого пейзажа объем деревьев. Я стала немного смелее. Морской пейзаж, нравится абстрактный язык художника, по этому пейзажу я писала и свои работы, потому что, взяв формулу стилизации, можно работать дальше. Этот художник много работает на пленэре, изучала его характер мазка, как он работает с фактурой растений. С помощью его работ решила писать на газонах, чтобы видеть разную зелень и садовые цветы. У этого художника интересная палитра, он все пишет через ультрамарин. В солнечную погоду у него холодные пейзажи. Несколько раз бралась копировать, но, похоже, не выходит по цвету. А эта художница, ее пленэрные этюды на состояние, она их даже не публиковала по отдельности, по цвету ошеломляет, поэтому я повторила. Пожалуйста, поддержите мой канал, лайк, подписка, комментарий. Спасибо. Чем старше я становлюсь, тем реальнее мое понимание творчества, моего творчества. Есть вещи, которые я никогда своими глазами не увижу и не смогу написать, но можно их скопировать. Этот художник есть на ютубе, говорит на английском, читаю с титрами. У него много интересного композиции. Я сделала тоновую цветовую копию. Тот же художник повторила его работу по тону. Она была цветная, а мне хотелось разобрать тоновые нюансы. Очень люблю морские пейзажи, особенно контраст синего моря с желтой оранжевой землей. Потом я по фотографиям писала похожие пейзажи. Копирование мотивирует. Копировала на разницу зеленых, как они отличаются друг от друга. Понравилась по цвету его работа. Горы – это то, что для меня недосягаемо на пленэре. Никогда не компоновала пейзаж с выжженной травой, чтобы земля занимала большую часть работы. Показалась эта мысль привлекательной.
Это тоже сюжет мечта, много воды и синяя даль до горизонта. Писала воду, конечно, далеко от оригинала. Здесь главная форма. Пыталась самостоятельно сделать такие обтекаемые деревья. На пленэре их продумать какими-то такими объемами большими. Но это что-то очень личное в языке художника. Это нельзя повторить. Очень интересный художник. Пятна деревьев на общем светлом фоне. Этот пейзаж дал пищу к размышлению о зимнем пейзаже. Разные оранжевые, как понимаете, оригиналы разнообразнее по цвету. Часто у меня на пленэре стоит такая оранжевая задача о разнообразии в похожем, нюансы. Абстрактный пейзаж, рубленые формы, цвет и форма. Разнообразие зеленых и контраст малого с большим. В пленэрной практике я обычно беру больше неба, но такая задача без неба кажется привлекательной. У меня много копий этого художника, он акварелист и много играет с белым листом, оставляя его незаписанным. Мне стало интересно попробовать это с гуашью, посмотреть, как будет работать бумага, потому что в гуаше мало прозрачности. Как у всех на свете художников, у меня есть время затишья, когда нет сил писать. Сейчас в этот отрезок времени у меня есть два способа пережить эту тоску. Первый – это рисовать наброски портретов углем, а второй – копировать. Холодный туманный пейзаж. На этом с моими копиями все. Полистаю книгу и поговорим еще кое о чем. Теперь о общих вещах. Есть ограничения в копировании. Все, что скопировали с работ художников, которые умерли 70 лет назад и находятся в общественном достоянии, можно продавать, выставлять, публиковать. Что касается наших современников или умерших менее 70 лет назад, требует разрешения правообладателя. И от юридической к творческой составляющей, так что же мы получаем, когда копируем мастеров? Понимание техники, анализ того, как работает характер мазка, его направление. Изучение композиции, разбор того, как выстроены элементы внутри картины для создания нужной визуальной истории. Профессиональное развитие, расширение кругозора через конкретные задачи. Расширение палитры. Мы не всегда имеем в арсенале готовые идеи цвета, и копирование дает нам разнообразие. Скажу о себе, например, я столкнулась на пленэре с объемом дерева. Несколько раз на месте не получалось вылепить объем, как хотелось. Вернулась домой, искала в интернете, нашла похожие работы с деревьями и села их копировать. Таким образом повысила свой уровень. Уровень, он не в копировании самом, а в том, как вы потом эти знания используете. Формирование визуальной библиотеки. Копирование разных стилей расширяет внутренний словарь визуальных решений. Не надо стесняться желания быть Матиссом, потому что это невозможно. Наигравшись со стилями разных популярных в истории мастеров, вы так или иначе найдете свое. Поделитесь своим опытом, копируете ли вы и что вы копируете, помогло ли вам копирование, смогли ли вы разобраться с творческими задачами благодаря этому процессу. Рада возможности делиться своим опытом. До встречи на моем канале через неделю.